блог, где я расскажу взаимосвязь между ценой и ценностью. То есть за какую цену вы что в итоге получите, и если какие-то нюансы или несоответствия вашим ценовым ожиданиям, алгоритм, куда идти и как действовать. Первая, самая простая конструкция — камин открытого типа. Поскольку стоимость материалов там практически всегда до 1000 евро, и эта конструкция собирается своими руками или там за минимальную стоимость подсобными рабочими со стройками, эта конструкция наиболее распространенная. С одной стороны, это классическая стандартная конструкция, потому что между огнем и вами нету никаких препятствий, вы это все видите, вы это все чувствуете, вы получаете максимальное эстетическое удовольствие. Но эта конструкция сильно неэффективна, и там есть очень много минусов по дымоходу, поскольку он сделан из того, что есть. Буду именно весь акцент на конструкции. По конструкции. Конструкция очень сильно зависит от воздухообмена, который у вас в помещении. Поэтому, когда вы сделали такой камин, вы будете понимать, что вам надо или всегда топить с открытым окном, или предусматривать какое-то окошко, которое будет приоткрываться, но опять же, оно же будет выстуживать все помещение, в котором находится такой камин. Потому что 99% домов, которые построены раньше, в них предусмотрена вытяжная вентиляция, но при этом нету приточной вентиляции. За счет этого дисбаланса зимой возникают такие моменты, что самый короткий канал, по которому воздух будет поступать в дом, чтобы компенсировать как раз вот это вот давление, это будет дымоход открытого камина. И по этому дымоходу холодный воздух будет попадать в помещение. Если вы не верите, то вы можете просто открыть интернет и посмотреть количество жалоб, проблемы еще, когда люди в панике из-за того, что из открытого камина идет холодный воздух. Они чувствуют какие-то запахи достаточно кислые и конденсата, и пепла. Что люди пытаются? Вот это вот количество воздуха, которое необходимо при сжигании одного полена, то есть если мы берем на 1 килограмм дров, минимум 10 кубов воздуха надо компенсировать. Поэтому мастера, которые знают об этом, они сделают в такую конструкцию отдельный подвод воздуха именно на горение. Это уже исключит некоторые проблемы, но не исключит воздухообмена, когда дом сам перетянет за счет разности давления холодный воздух в помещение. Многие начинают идти по такому алгоритму. Они пытаются сделать дверцу, чтобы исключить влияние воздуха на воздухообмен в помещении. Но эта проблему не спасает. И, соответственно, здесь уже начинаются два пути. Первый путь я так называю английский. Когда вы увидите на очень многих фотографиях, когда старые порталы открытого типа, английские, в них вовнутрь вставляют буржуйку и подсоединяют к тому дымоходу, который существует. С одной стороны, они исключают все вот эти минусы, о которых я сказал, потому что при открытом камине, при попадании воздуха или продуктов горения в помещение, риск отравления угарным газом максимальный. Об этом никогда не стоит забывать. Поэтому, когда вы уже поставили буржуйку с подачей воздуха отдельно, вы его исключаете. Следующий момент — это в открытый камин. Как его можно модернизировать? Это вставить туда кассету. То есть это топка небольшого размера с минимальным дымосборником и имеющая два корпуса. Когда вы ее вставляете в открытый камин, первое, она исключает попадание воздуха в помещение продуктов горения. И второе, она уже повышает эффективность, потому что между первым и вторым корпусом проходит воздух, нагревается и остается в помещении. То есть эффективность такой конструкции повышается. Но опять же, как мне очень нравится фраза «инъекция в протез». Это все какие-то временные решения, которые ни к чему хорошему как бы в результате не приводят. Поэтому я практически всегда против вот таких конструкций. Мне эти конструкции не нравятся, я их не рекомендую, потому что там минусов намного больше. То есть ценности от этого никакой. Хотя эстетическая там, конечно, составляющая посидеть перед открытым огнем, которым тебя ничего не разделяет, это классно. Но когда в тебя летят какие-то горящие угольки, когда ты знаешь, что без присмотра его оставлять нельзя, я эту конструкцию не рекомендую. Вторая конструкция — это недорогой камин конвекционного типа. Идем быстро по стоимости. Это дымоход практически всегда нержавейка, недорогой, порядка 500 евро. Это чугунная топочка, порядка 500 евро. Конструкция конвекционного типа
из базальтовой ваты порядка 500 до 500. Это простенькая облицовка до 500, созданная руками рабочих со стройки разнорабочих, не больше 500 евро. Поэтому вот такая конструкция будет фигурировать от 2,5 евро, собранная строителями, или там, если собрана там своими руками, от 2000 евро. Я эту конструкцию просто не то что не люблю, я ее считаю токсичной, потому что это именно та конструкция, о которой очень классно говорят англичане, что мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Это дымоход недорогой, он из не тех марок стали, которые должны, и не той толщины, поэтому вы его все равно в периоде десятилетнем поменяете. И, соответственно, будете бояться возгорания там сажи, потому что он ее не выдержит, ну и, соответственно, противопожарных проходок и близкого расположения дерева. По топке это будет конструкция, которая сильно неэффективна, она не герметична, она не рассчитана на эксплуатацию в режиме нон-стоп, у нее низкие показатели полноты сгорания дров, там 70-75%. За счет этого вы практически всегда будете затрачивать большее количество дров на получение такого же количества энергии, как, например, от современной топки. Поэтому в перспективе, когда вы считаете, даже если будете ее эксплуатировать как резервный источник отопления, вы потратите большее количество дров и, соответственно, больше денег, чем приобретя даже современную топку. Такая конструкция практически всегда неуправляемая, то есть горение там происходит за счет того, что вы будете душить выход дымовых газов именно шибером. И вот это вот душение будет единственной регулировкой горения. При этом стекло будет всегда черное, неэффективно сгорание, вы будете практически всегда чистить такой дымоход намного чаще, ну и, соответственно, бояться, что вот эта сажа еще и приведет к возгоранию, то есть, а это как напрямую к потере всего имущества, поэтому риски там остаются просто гигантские за счет того, что топка не герметичная, движение воздуха, все запахи и появление продуктов горения в помещении, опять же, это все остается, поэтому я эту конструкцию не просто не рекомендую, практически всегда на ней ставлю запрет, потому что это токсичная конструкция, к которой лучше не идти, но она наиболее покупаемая, и большинство заказчиков приходят и говорят, вот у меня на кармане есть 2 или 3 тысячи евро, и что я могу сделать? Да только эту конструкцию, конечно же, но в эту конструкцию вы получаете больше минусов, больше проблем и достаточно высокие риски, не понимая, что по итогу это неэффективно при очень больших рисках. Поэтому такую конструкцию не рекомендую. Третья конструкция, достаточно распространенная, это компромиссная, я ее называю, но почему-то многие заказчики думают, что это оптимальная. Это ценовая категория от 2 до 5 евро. Как она формируется? Это уже чуть-чуть другой дымоход, но опять же это нержавеющий. Марки стали уже могут быть 300, а не 400, уже там 0,8 или единичка по дымоходу, но дымоход где-то уйдет 500-700 евро на дымоход. Топка в пределах там от 500 до 1000, причем 1000 будет евро, это психологическая цифра, выше которой многие заказчики не идут. Топка ставится технически несовершенно, она устаревшая точно так же, как из вот этой категории второй недорогих топок. Она может быть уже чуть-чуть преподнесена маркетологами, чуть-чуть красивее. У нее будет уже более красивая фасадная часть, то есть стеклянная. Там уже может быть футировка, может быть даже воздух. Заявленный вторичный дожик. На вторичный дожик даже не обращайте внимания, потому что это маркетинговая уловка. Проезд просто по ушам, потому что по сути она не работает. И эти топки опять же не соответствуют европейскому стандарту BIM версии 2. То есть это непотреб. Вот эти топки никому не нужны. Они неэффективны. И при этом все проблемы, которые как бы остались из категории недорогих, они переходят. Потому что не всегда прилегание плотной дверцы. По эффектам горения там никаких нету. Она всегда черная. Чистить надо чуть ли не после каждого раза. Эффективности в ней нету. Затраты достаточно большие на эксплуатацию. Отдача от нее, конечно, там практически всегда тоже минимальна. То есть больше вы обогреваете улицу, чем получаете тепла, если вам оно необходимо. По дымоходу мы опять же получаем конструкция
преобладает, опять же, вата, но уже появляются силикаты кальция. Причем здесь иногда даже появляются некоторые конструкции, так называемая ДГВ, дистрибьюция горячего воздуха, когда еще дополнительно ставится какой-то дистрибьютор и по отдельным каналам выводится в комнаты, в комнаты распределения. Но почему-то люди забывают, что там еще надо делать возвратную вентиляцию, чтобы там был воздухообмен. Но об этом забывают, но на это тратят очень большие деньги. Или, например, еще увеличивают эту конструкцию по стоимости там до 1000-1500, ставят турбину, которая нагнетает именно в самые дальние комнаты. Но опять же не забываем, что здесь уже электричество нужно. И вот такая конструкция неэффективна. Поэтому если мы берем период 10-15 лет, дымоход нам надо поменять. Мы боимся, что там загорится сажа. И у нас только один шанс есть, что этот дымоход выдержит возгорание ее. Дальше по топке мы получаем несовременное горение, неправильное управление, не проход по тем стандартам, которые сейчас присутствуют на европейском рынке. Получаем неэкологичную конструкцию, которая будет участвовать в стекловата, воздухообмене и стекловолокно. Экономим на облицовке, но иногда собирается своими руками. Вот эта категория от 2-2,5 евро до 5 она очень распространена. Причем ошибочно многими заказчиками кто-то считает, что именно вот это современный камин, что это средняя ценовая категория каминов. Нет, нет и нет. Она мало чем отличается от недорогого, но за счет того, что многие компании очень хорошо прокачаны в маркетинге, они ее преподают как за среднюю ценовую категорию, которая соответствует нормам. Нет, эта категория приукрашена, но все проблемы недорогого конвекционного камина в ней остаются. Теперь переходим к конструкции современного камина, и мы уже стартуем от цифры в 5 евро, потому что дымоход у нас уже или из 300-х марок стали, это нержавеющий дымоход, или керамический. Конечно же, я практически всегда за керамический дымоход, потому что керамический дымоход простоит уже то количество лет, как и дом. Вы его никогда не будете менять. А практически любую нержавейку все равно она рассчитана на эксплуатацию там 10 лет, максимум 15. Поэтому в периоде 20-летнем вам все равно придется ее поменять. Здесь может уже присутствовать по дымоходу при миллиметровой толщине и 304 сталь, и 321, и 316. 309, 10 очень редко, потому что она уже будет стоить как крыло от Боинга, и смысл покупать нержавейку, если керамический дымоход, тогда уже намного дешевле будет. Покупается уже надежный дымоход где-то ориентировочно от 1000 евро. Каминная топка начинает стартовать герметичная, с подачей воздуха с двойной футировкой, с распределением горения, соответствие нормам. Это уже будет от 1200 евро и выше, средние где-то порядка 2. Ну и, соответственно, там вырастание выше, если уже несколько стекол, гильотина. Конструкция будет из силиката кальция конвекционного типа с распределением, и на нее где-то опять же будет идти порядка от 1000 евро и выше. Облицовка, как всегда, недорогая, где-то в пределах 1000. Ну и, соответственно, там выделяется, заказчики идут на то, что они готовы заплатить где-то порядка 1000 евро за работу. Поэтому эта конструкция будет стартовать где-то от 5-5,5 евро и идет выше. Эта конструкция уже соответствует тем нормам, которые существуют, потому что получаете дымоход надежный, один раз отстроенный, если керамический, и на уже по сути навечно, сколько будет стоять дом, он и выдерживает и возгорание сажи, и работает уже и в сухом режиме. Если даже там кому-то надо, то и сделать конденсатоотвод, чтобы именно конденсат уходил в канализацию, правда там через гидрозатвор, через петлю. Дальше мы получаем надежную эффективную топку, которая первая соответствует нормам по эмиссии, по выбросу дымовых газов. Она соответствует полноте сгорания, которая существует, и там будет КПД порядка там 80-85%. Она герметичная, за счет герметичности, высокой температуры и распределения воздуха, а не просто там горение, а там начинаются уже даже эффекты горения. Она абсолютно по-другому горит от предыдущих категорий. Вы там даже уже увидите многие эффекты горения, которые невозможно добиться на предыдущих топ.
на топках из предыдущих категорий. Поэтому вот эта категория, она как бы идет отправной точкой от того, на что надо смотреть и стремиться выше. Стремиться выше, но я имею в виду соответствие современности всем нормам, которые существуют. По эффективности вы получаете максимум из того, что можно выжить, но если мы идем в сторону эффективности, это чуть-чуть дальше. Если цифра в 5,5 евро, мы ее все-таки не можем преодолеть. Становится такой нюанс. Нам надо откатиться на предыдущие 3 конструкции. Это или открытого типа, или конвекционный самый недорогой, или конвекционный такого компромиссного варианта. Советую очень простой путь. То есть путь, этот алгоритм действий заключается в чем? Что вы отказываетесь от конструкции камина, и вам не нужно вот эти 4 составные части камина и 5-я стоимость работ. Вы переходите на более простую конструкцию. Вы переходите на конструкцию, по сути, современной буржуйки, так называемой каминопечи. Каминофен, вы еще ее услышите. Если мы берем каминную конструкцию, то все равно мы задействуем 5 основных частей, на которые идут деньги. Это дымоход, это каминная топка, конструкция, облицовка и стоимость работ. Здесь же мы переходим всего лишь 3. Причем дымоход у нас остается, дымоудаление должно быть. У нас остается эта современная буржуйка и остается стоимость работ. Поэтому мы переходим только на 3 части, которые уже заведомо меньше, чем 5. И здесь уже выбираем лучший дымоход. Но за счет того, что дымоход под буржуйку меньшего диаметра, под камин 200, а под буржуйку 150, здесь мы уже можем сыграть уже на то, что выбрать не нержавеющий дымоход, а керамический. И он нам обойдется в пределах 1000 евро. Мы уже начинаем выбирать современную буржуйку, которая соответствует всем нормам. По сути, это тот же маленький кубик. Она, конечно же, меньше топки по размерам, соответственно, у нее меньше эффективность, потому что меньше дров там сгорит. Размеры ее чуть-чуть будут уже по-другому. Она может быть не горизонтальная, а уже вертикальная. На современной даже может быть какие-то не конвекционного типа, а даже теплонакопительные панели какие-то могут находиться. И она по эффективности будет уже соответствовать всем стандартам, всем нормам, которые существуют. И, соответственно, наиболее эффективно в ней будут сгорать дрова. Плюс не забываем, в такую буржуйку подается, в современную подается отдельный канал воздуха. И получается так, что с цифры 1000 мы платим по сути за дымоход керамический 150 диаметра. Мы выбираем буржуйку порядка 1500 евро, современную каминофен, каминофен, каминопечь, как ее называют. Там у нее очень много синонимов, но суть она как бы не меняет. Она отдельно стоящий ящичек, который по сути будет выполнять всю эту функцию. Поэтому вот такая современная конструкция, которая будет стартовать от 3 евро и выше, обеспечит комфорт и соответствие всему, что есть на сегодняшний день. Причем самое парадоксальное, что даже если вам она не понравится в эксплуатации, вы потом ее можете очень легко демонтировать и продать. Поэтому вы очень часто можете даже на многих сайтах увидеть старые такие конструкции скандинавских производителей, которые очень эффективно проработали, но прошло какое-то количество лет, люди от них уже устали и купили или более современные. Поэтому по демонтажу и продаже оно выиграет. И даже если вы не преодолели цифру, вы оставили все равно дымоход, а потом вы можете ее в любой момент докупить, установить или на этом месте потом все-таки сделать камин. Поэтому если вы не проходите по открытому камину, вам не нравится конструкция, вы понимаете, что недорогой конвекционный вам не подойдет. Если компромиссный, то есть там больше минусов, чем плюсов. Если вы не заскакиваете в современный камин стоимостью где-то порядка 5,5 евро, вот эта вот конструкция для вас будет оптимальная. Это наиболее эффективная и оптимальная конструкция, потому что дымоход, опять же, простоит столько, сколько будет стоять дом, а именно все функции по эстетике, по эффективности, по надежности, по безопасности на себя возьмет современная буржуйка. И, соответственно, вы будете получать максимальное количество эстетики, потому что вот эти эффекты горения, опять же, они все останутся. Ей очень легко управлять. Поэтому я практически всегда всем советую
именно в приобретении. Если вы не зашли в цифру 5,5 евро на современный камин, соответственно, откатываемся к вот этой конструкции, потому что она обеспечит вас максимально всем тем, что каминная конструкция. Если мы идем в современные конструкции и, например, заходим выше, стартуем от 5,5 евро и выше, и пытаемся найти оптимальную конструкцию камина современного. И здесь мы начинаем сравнивать уже конструкцию не просто конвекционного типа, а так называемую гибридную, конвекционного теплонакопительного типа. Вся конструкция отличается от конструкции, изолирующей из силиката кальция или вермикулита, или разновидности бетона конструкция. Мы от нее переходим к конструкции из шамотных плит. Ну или иногда там просто в удешевление кто-то пытается из кирпича на ребро. То есть эта конструкция нагревается горячим воздухом от наружных стенок камина. И потом уже распределяется. И здесь два пути идет. Остается каминные решетки для движения воздуха конвекционного. Если нам это не подходит, эти конвекционные решетки или избыточное уже тепло в помещении, где находится камин, эти решетки закрываются, и конструкция начинает за счет большой толщины стенок это тепло уже накапливать и уже потом отдаст его равномерно после того, даже когда камин не будет работать. Поэтому эти конструкции наиболее комфортны в эксплуатации и эффективны, потому что с одной стороны мы опять же имеем конвекционный тип, который нас спасает, когда нам в межсезонье, там месяц весной, месяц зимой, мы не включаем основные источники отопления, потому что этот камин нам будет давать максимум тепла и поддерживать комфортную температуру. Он может спасти при открытых решетках, при форс-мажорных обстоятельствах, когда выбили основные источники отопления. И точно так же мы можем при избытке тепла закрыть решетки и уже получить плавное равномерное тепло по принципу теплонакопления, отдачи этого тепла конструкциями, которые нагрелись, потому что это тепло более равномерное и более комфортное. Ну и соответственно не так часто надо приходить к камину, потому что минус конвекционного камина, что каждый час-полтора надо прийти на поклон, подбросить туда дрова. Если вы этого не сделали, он очень быстро остывает. А эта конструкция позволяет нам уже сохранить тепло. Но сразу же топка уже сразу же скаканет порядка где-то от 2000 евро и будет идти выше. Конструкция из таких шамотных плит уже будет идти от 1500 евро. Ну и соответственно рассматриваем варианты еще сохранения тепла. Это какой-то модуль на каминную топку для большего теплосъема, или идут так называемые дымообороты. Если мы их берем австрийские компании, это где-то будет у вас стартовать цифра от 700 евро и выше, но все равно надо там ориентироваться 1000-1500, чтобы дым не сразу ушел в дымоход, а пошел по каналам, опустился вниз и поднялся вверх, и потом уже эта часть уже как бы отдавалась. Эта конструкция наиболее на сегодняшний момент как бы современная, продвигается практически всегда многими компаниями, но по причине того, что она стартует от 7,5-8 евро и выше, не всегда приобретается и создается. Поэтому эта конструкция, с одной стороны, современная, модная, эффективная, соответствующая всем стандартам, но не всегда покупаемая по причине высокого ценника для большинства граждан постсоветского пространства. Переходим к конструкции так называемой теплоемкой печи. Но на основе не тех конструкций, которые делают печники, самодельные конструкции, а на основе уже четко произведенных каких-то изделий, которые есть у многих компаний. То есть там идет дверца печная с подачей воздуха, распределение в несколько зон. Или, например, идет вся эта конструкция не на основе каминной топки, а на основе печной топки, у которой температура дымовых газов порядка 600 градусов. И потом уже вот эту температуру вы перераспределяете по всей системе. Дальше нагревается вся конструкция, вся не воздухом, как в предыдущей конструкции, а она нагревается дымовыми газами. Соответственно, она забирает все тепло. Такая конструкция наиболее эффективна с точки зрения получения
получения тепла, потому что она практически максимум всего тепло заберет в себя и потом будет уже отдавать равномерно. А такая конструкция очень эффективна с точки зрения эксплуатации, потому что вы подбрасываете там, допустим, 2 раза утром, 2 раза вечером. То есть у вас интервалы между подбрасыванием дров уже 12 часов составляют. И вам не надо, как конвекционки, каждый час-полтора к ней прибегать. Соответственно, тепло от нее самое лучшее и такое равномерное. Там нету жестких температурных скачков, как в предыдущих конструкциях. Мы, как всегда, возвращаемся к забытому старому, к старым конструкциям теплоемких печей. Но единственное ограничение, которое у нее есть, это как бы она нагревает только ту площадь, в которой находится. И поэтому ограничение порядка максимум 50-60 квадратных метров. Больше эта конструкция не обогреет. Но если мы берем вот эту современную конструкцию на основе печной топки, не каминной, печной, или там начинаем использовать уже все вот эти фирменные комплектующие составляющие, печной шамот, все дымообороты и современный дымоход, то у нас ценник будет стартовать от 8-9 и практически всегда переваливает за 10 евро. И здесь тогда становится камень преткновения. Зачем платить тогда такую цифру за нее, если любой печник соберет чуть ли не в 2 раза дешевле эту конструкцию со стоимостью работ. И поэтому эти конструкции на сегодняшний момент у нас не распространены, хотя преобладают практически всегда в Австрии, в Германии, в Чехии. Но у нас не распространены, а у нас за счет того, что на эту конструкцию идет очень много денег, выбирают вариант обращения к печникам, которые эту конструкцию опять же соберут в 2 раза дешевле. Существует еще отдельное направление максимальной эффективности, если вы хотите забрать все тепло от энергии дров, это ввести ее через камин с водяным контуром. Энергия дров передалась в воде, всю температуру сбросили в буферную емкость и от буферной емкости распределили в ту систему, которая у нас уже существует. Здесь уже будет очень много зависеть от того, какую каминную топку вы выбрали. Но если выбирать там современную каминную топку, которая будет проходить по всем требованиям, которые есть на сегодняшний момент, и будет размещен блок теплосъема выше, по сути не по корпусу, а в верхней части, она будет стартовать от 2,5 евро. Ну, практически всегда такие более-менее такие интересные модели, которые стоит рассматривать, там ценник будет приближаться к 4000 евро. Если мы начинаем все сравнивать, то эта система наиболее эффективна по теплоотдаче. Но за счет того, что нам надо всегда предусматривать, плюс буферную емкость, плюс систему безопасности, чтобы вода у нас не закипела, обеспечивать камин дополнительными источниками энергии, потому что если вырубят свет, эта система может закипеть. Поэтому здесь еще бесперебойный источник энергии просто необходим. Дальше там практически всегда должен быть доступ, потому что это все связано с водой, с соединениями, и доступ к этой конструкции необходим всегда. Но он, опять же, с одной стороны он эффективен, он используемый, но самый удивительный момент, что все-таки это уже когда вы начинаете рассматривать камин как чуть ли не основной источник отопления. Но практически на сегодняшний момент другие устройства решают именно все эти вопросы. Поэтому необходимость в нем отпала. Такие конструкции лет 5-7 назад очень популярны. То сейчас их популярность сильно снизилась. Если мы идем все-таки еще дальше и переходим к очень узкой прослойке, так называемой дизайнерской, там мы получаем, ну ничего мы там не получаем хорошего, но получаем очень высокий ценник. То есть это конструкции достаточно известных производителей делают очень интересные интерьерные решения каминов стоимостью от 7 евро и выше. Причем там средний ценник будет где-то порядка 10-12 евро. А некоторые модели будут даже превышать и 20, и 30 тысяч евро. Интерьерные, дизайнерские так называемые камины очень часто можно увидеть в журналах красивых, глянцевых, интерьерных. Но на них всегда обращают внимание, но когда узнают ценник, сразу же закрывают. При этом эти конструкции несовершенны. Не просто несовершенны,
Как я помню, один из таких каминов, когда он пришел от производителя, а там было приклеено шамотные сегменты, причем эти сегменты разных размеров еще приклеены в разных плоскостях. И просто когда заказчик это увидел, для него был шок, потому что он это сказал, это все равно, что заказать машину за 20 тысяч евро, а к тебе приходит дверца с неплотным закрыванием двери. То есть как на это реагировать? Но здесь надо понимать, что эта категория существует, она очень красивая на картинке, но она неэффективная в эксплуатации, но она существует и отдельная, как отдельная прослойка, она остается. Итогом этого видео я бы хотел, чтобы прозвучало несколько таких вещей, о которых я рассказывал. То есть первое, что цена это не единственный критерий выбора камина. Второе, что между ценой и качеством нету прямой корреляции. Третье, для тех, кто умеет считать деньги и разбирается в этом вопросе в каминах, выбирают по критериям: надежность, эффективность, безопасность, эстетика. И причем это не просто в стоимости покупки, а в стоимости в эксплуатации, в периоде 10-летнем, чтобы это ничего не менять, а в периоде 30-летнем, чтобы произошли какие-то минимальные переделки или замены, но при этом это же все удовольствие осталось. Для тех, кто ограничен в бюджете и выбирает по цене, это видео как бы не поможет, и я, по крайней мере, наоборот, этих людей наверняка даже просто больше даже разочарую. И четвертая вещь: камин это очень индивидуально, и стоимость камина будет состоять из очень многих факторов и всегда будет рассчитываться индивидуально только под вас.